Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире проект «Устная история», посвященный адаптационным практикам представителей русского языка и русской культуры здесь, на территории Кыргызстана. И с вами я, ведущая Алена Маслова. Сегодня мы поговорим с нашей гостьей Екатериной о том, как Екатерина адаптируется на территории Кыргызстана. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Алена. Расскажите немного о себе. Чем занимаетесь? Мы переехали сюда с семьей, муж и взрослый уже сын, ему будет вот уже 16 лет. Как-то все пределы при своем, да. То есть в России у нас был бизнес, это были рестораны, один по франшизе быстрого питания, это Subway, международная франшиза, да, здесь в Кыргызстане нет, но достаточно большая сеть, одна из самых больших. В какой-то период даже они самые многочисленные были. И у нас было 3 проекта, 3 пиццерии своих. Ну, будем честны, с тех пор есть некоторая аллергия на ведение бизнеса в этой сфере. У нас был переезд внутренний сначала по России, и мы продали свой бизнес, что-то как готовый ресторан, что-то там закрывали проекты и переехали. Вот. То есть этому делу я посвятила почти 10 лет, занималась плотно, 24/7, все как надо, все как мы умеем. А сейчас я больше работаю с людьми в подходе. Это коучинговый подход, я работаю профессиональным коучем, и сейчас больше углубляюсь в сторону психологии, хотя коучинг — это подраздел психологии, но тем не менее какие-то более глубокие истории требуют дополнительных компетенций, что сейчас я и получаю. Спасибо, очень интересно. Как-то думали раньше о Кыргызстане? Бывали ли в Кыргызстане до того, как приехали? Вообще, я слышала о Кыргызстане впервые от своего отца, который здесь служил в армии. Это 82-84 год. Да, он служил здесь, и он рассказывал, что это горы, это абрикосы ведрами, почему-то ведрами, но, видимо, так они купали, будучи служащими. Что-то про то, что жарко, про то, что вот такой климат, и Иссык-Куль. Очень холодный, очень красивый, вот с его слов, то, что надо увидеть хотя бы раз в жизни. И в 2015 году мы с мужем поехали на машине в августе из Екатеринбурга через Казахстан вдвоем сюда, на Иссык-Куль. Надо ли говорить, что это очень долгое, изнуряющее путешествие, да, то есть через Казахстан, где там есть сотнями километров, нет ничего живого, да, ну, то есть поселений таких вдоль дороги, той трассы, где мы ехали, приехали сюда, были пару дней в Бишкеке, и для меня такое было очень специфическое ощущение какого-то хаоса на дорогах, да, вот такое правило, да, больше про движение. Такое несколько не похожее да, на наше. И мы доехали до Иссык-Куля. Он оказался холодный. Это был холодный сезон. Местные жители там уже в Чолпон-Ате говорят: а что вы приехали, у нас очень холодный сезон в этом году. А мы даже не посмотрели на прогноз погоды. Там всегда тепло, лето, август, в конце концов. Да? Что может быть? Что может пойти не так? Вот. Мы вообще буквально пару дней там побыли, было холодно. Я зашла, окунулась только для того, чтобы отметиться, что я была на Иссык-Куле. И мы уехали в Казахстан на Капчагайское водохранилище и были там. А там была хорошая погода, прям жарко, вообще все купаются. Здесь никого, даже на пляже на Иссык-Куле никого не было. Вот. Это было единственное посещение. И вот от папы, да, я узнала о том, что вот он здесь служил, и какие-то его впечатления. Фотографии были, да, он водителем работал в армии. Понятно, спасибо. Действительно, есть предыстория, но когда мы приезжаем как туристы и когда мы приезжаем на ПМЖ, да, пожить, социализоваться, конечно, впечатления разнятся. И наш следующий вопрос о том, как удалось обустроиться здесь в рамках ПМЖ, ну, по крайней мере, да, продолжительного периода жизни, вот уже 3-й год вы находитесь здесь. Когда только приехали, легко ли удалось устроиться? Я сразу думаю, что значит устроиться, да, что сюда входит, какие-то бытовые... Бытовые, да, бытовые, бюрократические вопросы. В основном мы спрашиваем про быт и про документы.
Мгм. С точки зрения бюрократии достаточно простая легализация, да, для граждан Российской Федерации. Это регистрация, и все достаточно, да, в целом, ну, вести себя прилично, да, и все. Вот, то есть регистрация Мгм. это без проблем по месту аренды жилья, собственники в целом идут навстречу. Что касается аренды, поиска, мы попали в такое очень активное время, но уже немножко на спаде было, Мгм. да, то есть Мгм. после переезда, после такой большой миграции, но завышенные цены, как говорят местные жители, местные ребята, про то, что цены стали выше, допустим. Но с поиском проблемы не возникло. Предложений было достаточно. Мы удивились, кстати, невысокой комиссии агентов по недвижимости, которые нам предлагали варианты. Может быть, нам так повезло, я не знаю. Но это был такой успешный опыт поиска предложений. Мы сначала на месяц арендовали, а потом уже на длительный срок, и мы по одному и тому же месту живем все это время, Мгм. продолжаем. А что удалось посмотреть здесь с того времени, как только вы приехали? Вот некоторые наши респонденты, гости говорят о том, что вообще мы толком ничего не посмотрели. Мы просто занимаемся бытом, работаем по удаленке, покупаем еду или заказываем через службу доставки, и мы никуда не ходим. Некоторые прошли такой огромный спектр активностей, начиная от туристических, заканчивая культурными практиками и даже национальными культурными практиками. Они что даже попробовали, адаптировали. А как было у вас? Мгм. Мы сразу, как переехали в апреле, во-первых, сын сразу пошел на спортивную секцию, он занимается баскетболом, то есть он сразу на второй же день пошел, такой как будто сразу пустил корни, Мгм. Да, и интересно. заякорился. Мгм. А в мае мы взяли машину в аренду и поехали. Мы тогда съездили в Аларчу, на Иссык-Куль, а, потом мы поехали, ну вот какие-то близлежащие, вот башни, Мгм. да, потом мы туда съездили просто посмотреть, да, проехаться, посмотреть окрестности. Куда-то дальше мы не поехали, мы вот посмотрели, нам где-то говорили по сезону, дорога не очень, да, еще май такое время, а дальше мы не поехали на машине, да, вот такое посмотрели. Здесь по городу, конечно, это музеи, обязательно, да, мы здесь были, я очень люблю музей ИЗО, да, то есть вот Мгм. бывает меняются там еще, да, выставки, стоит посмотреть, сходить, вот, то есть через такие какие-то моменты, ну и очень часто мы ездим в Аларчу, Алмединское ущелье, да, то есть вот туда какой-то пеший маршрут, мы ходили туда с йога-туром, муж тоже со мной присоединился, Здорово. но это был его первый и последний раз, когда это было совмещено с йогой. То есть Мгм. вот такие какие-то активности, но не через контакты уже с Мгм. людьми. Вот как раз про контакты тоже, спасибо, что вы это отметили. Сразу ли удалось познакомиться именно, может быть, обзавестись кыргызскими друзьями, кыргызскими знакомыми, или вы какое-то время оставлялись, может быть, в комьюнити, искали других Мгм. россиян? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Других россиян Мгм. мы никогда не искали, ну вот Мгм. намеренно. Мгм. Да? Мгм. То есть как-то получалось, может быть, так, что находясь в каком-то сообществе, в каком-то круге людей, находились люди, естественно, они сейчас находятся, те, которые приехали из России. Мгм. Да? И узнавая, что мы тоже из России, то есть какой-то возникает дополнительный контакт, возможно. Но осознанно, чтобы вот именно российское сообщество, ну или там россиян, или русских, да, может быть, как-то, да, вот так, какие-то телеграм-каналы, вот это мы не искали. Мгм. Мгм. Я сразу пошла, но у меня был опыт, мы до этого жили в Турции, ну, непродолжительное время. Это женские клубы, женские сообщества, где ходят в театр совместно, ходят просто на завтрак, Мгм. поболтать, рисовать, например, да, какие-то арт-встречи, вечеринки, такое вот для любителей, да, это не профессиональное. А что еще? На йогу, например. Ам, Я ходила в клуб ораторов, это в Ололо у нас проводят здесь. И там мы тоже взаимодействуем, общаемся между собой. Сейчас уже не хожу, но продолжительное время ходила. И там очень Здорово. много местных ребят, в основном, даже я бы даже сказала, что местные ребята. Вот, то есть и такое достаточно плотное общение, да, тесное. Кто-то говорит, там, мы вообще думали, что вы наши местные. Может быть, внешность не чисто славянская. Получилось влиться очень быстро. Да. Да, действительно, очень быстро удалось влиться, и, наверное, мы делаем уже около
наверное, это 30-й подкаст, да, то есть мы сделали около 30, и вы рассказали, что это получилось очень быстро и как-то естественно, да, то есть вот мы отмечаем динамику здесь на передаче, что действительно получилось сделать это таким каким-то ненавязчивым, не травматичным и не искусственным способом. Поэтому спасибо за детали, которые вы нам представляете на интервью. Следующий вопрос у меня как раз по поводу того, что вы сказали, что сын на второй день уже сразу записался на секцию баскетбола. И вы тоже вот ведете и продолжаете вести очень активную социальную жизнь, разные, ну, даже если сейчас, да, вы там не посещаете клуб, но все равно вы Да-да-да. очень, очень активная, и это очень интересно. Спасибо, что вы подсказываете, да, вот нашим ребятам тоже кто-то, может быть, задумается об этом и начнет более такую активную социальную жизнь вести, потому что здесь в таком цифровом формате мы все равно переосмысляем, да, что можно делать. Мгм. Вот. А вопрос касаемо сына следующий. Как происходит социализация подростковая Мгм. на территории Кыргызстана в частности и в целом в эмиграции, если, может быть, удавалось что-то посмотреть, обмениваться опытом, потому что ведь подростки это такая социально оригинальная категория, все-таки они Мгм. очень интересны, они по-своему видят мир. Да, у меня, когда вы сказали оригинальное, у меня почему-то уязвимое, да, то есть, Мгм, ну, и мгм. возраст такой, да, и Да. разная социальная среда очень большое место занимает Мгм. и значение, да, в их жизни в этот период. Мы переехали сюда, получается, сыну было 14 лет, да, вот ему уже 16 будет в этом году, и, или даже ему было 13, да, получается, если хронологически. Если сравнивать, если здесь такое, да, небольшое сравнение, например, с той же Турцией, то есть языковой барьер, несмотря на то, что, допустим, он ходил в школу, где учились русскоговорящие дети, это тоже жители, граждане Казахстана, Беларуси, да, то есть вот не получалось адаптироваться с местными, М. потому что их не было просто, Мгм, например, мгм, да, то есть все мгм, были, ну, такие русскоговорящие, скажем мгм, так, назовем. мгм. Здесь для сына как будто бы, я почему как будто бы, потому что я не могу знать наверняка, да, то Мгм. есть он чем-то делится, что-то остается все равно за завесой, Да. да, то есть в школе это произошла адаптация достаточно быстро, Мгм, но эта школа не государственная, это мгм, частная школа, он мгм, учится в ней, потому что в государственной большое количество учеников в мгм, классе, другое требование к знаниям кыргызского языка, и мы тут что-то побоялись, чтобы мгм. Ну пока, да. пока вот так, да. Он тоже изучает язык, в этом году у них экзамены, да, то есть это тоже обязательный предмет в списке экзаменов. А что касается баскетбола, вот я считаю, что это вот прямо инструмент для адаптации. М. Спорт вообще. Интересно. Муж занимается большим теннисом, ну, как любитель, да, то есть он участвует в местных турнирах и прочее. Но это тоже инструмент. Он общается с людьми, он ходит на турниры, он взаимодействует, у них там какие-то чаты, встречи, и происходит общение за пределами тенниса. С баскетболом у сына то же самое. Да, то есть он через спорт начал взаимодействовать, адаптироваться, М. ориентироваться на местности, ездить на какие-то тренировки. Сейчас он даже работает судьей, да, то есть он Здорово. младшего возраста судит турниры, даже вот Отлично. областной был, да, турнир по баскетболу, Мгм. вот он тоже был судьей на этом турнире. Они ездят в Казахстан, в Узбекистан на игры, сейчас будет чемпионат Азии, да, то есть это, это очень мощный реальный инструмент для адаптации через спорт. Плюс это возраст для подростка, могут быть разные завалы, да, завалиться там, либо дома засесть, либо с какой-то компанией, да, Да. то есть здесь ему некогда. Такого не может, может произойти, но сложнее ему на это выделить время, потому что у него тренировки ежедневные. Мгм. Да, то есть он школа и тренировки, и в целом все на этом. И здесь для тех, кто переезжает, например, и дети, у кого занимаются спортом, здесь ну, такой плюс — меньше конкуренции. Допустим, если бы сын занимался баскетболом в России, продолжал, то конкуренция больше, точнее выше, да, конкуренция, и, допустим, получить того же КМС, да, то есть статус, это сложнее. Здесь из-за того, что меньше конкуренция,
и у них больше игр, больше турниров, и они участвуют, шансов больше. Мгм, То есть мгм. вот это как плюс может быть. А, Получить. Спасибо за это освещение, потому что у нас тема подростков, хоть она и очень важная, фигурирует нечасто, а сейчас есть уникальная возможность, друзья. Также вторая грань, которая наметилась в разговоре, и мне очень интересно узнать, поскольку вы профессионально занимаетесь и продолжаете заниматься бизнесом и занимались известной франшизой, как, на ваш взгляд, обстоит дело с бизнес-сектором здесь. К тому же вы посещали кружок, да, ну, кружок, ну, скажем как-то, я не знаю, Мгм. по-постсоветски, по-советски, Мгм. да, вы посещали клуб с другими. Просто я знаю, что ОЛО, ребят, да, это такое бизнес-пространство в Кыргызстане, кто не знает, кто из других стран, поэтому там действительно можно делать нетворкинг с другими предпринимателями в том числе, поэтому мой вопрос будет про бизнес-сектор, про инфраструктуру в целом. Вопрос такой. В Черногории говорят, вот кто приезжает, говорят, инфраструктура там хорошая, но стандартная, да, то есть до тех пор, пока не приехали эмигранты, все шло своим чередом по принципу Полако для Югославии, да, это переводится как потихоньку, то есть все лилось неспешно, жизнь как текла, так и текла, а вот приехали иммигранты и стали делать какие-то скоростные решения, скажем так, потому что на фоне городской жизни, где-то московской жизни, питерской, может быть, других городов-миллионников, люди почувствовали, что им не хватает драйва, скорости и инфраструктуры. Когда вы приехали в Кыргызстан, какое впечатление сложилось, и как бы вы а, подумали об этом, да, на будущее? То есть хотели бы вы здесь развивать инфраструктуру? Или вам кажется, что инфраструктура хорошая уже сама по себе? Или она, допустим, подходит, но есть какие-то точки, которые хочется докрутить, улучшить? Мгм. Конечно, я очень обращаю внимание на обслуживание и сервис. Мгм. То есть сервис мое второе имя, для меня это очень важно, да, я на это обращаю внимание. Когда мы приехали сюда, конечно, бросается в глаза большое количество ресторанов, кафе, это разного уровня, кофеин, да, очень много. И уровень сервиса, он разный. И те, кто, а их единицы на самом деле, кто на определенном уровне держит, на высоком, и цена, качество, да, это где-то все соответствует, их немного, и они пользуются спросом. Я, конечно, сейчас уж не буду называть, да, какие Мгм. компании Да. конкретно, но наверняка все понимают, о чем идет речь, Мгм. о ком идет речь, да, о каких заведениях. Это не все сетевые заведения, к сожалению. Есть сетевые заведения, которые, видимо, ушли в рост, про глубину забыли, да, Мгм. Мгм. то есть следить за своим качеством. Мгм. Не всегда. Я думаю, что текучка кадров, она тоже имеет место быть, да, Мгм. и тоже влияет однозначно на сервис, но, тем не менее, как будто бы есть куда расти. Вот здесь хочется, может быть, такой, знаете, момент, что есть, если сравнивать с предприятиями этой же сферы в России, да, есть некоторое, ну, такое немножко несколько шагов назад. Да, очень много современных заведений, очень много каких-то трендовых в плане блюд, да, там меню, все это делают на определенном уровне, таком хорошем. Но есть что делать лучше, Мгм. есть куда расти, есть чем заниматься и что привносить. Как будто бы уже зная тренды, зная, как это работает, можно, да, что-то улучшать. Мгм. Поэтому наверняка предпринимателям, те, кто хотят развиваться в этой сфере, в сфере, например, гостеприимства и вообще, да, ресторанной сферы, то для них наверняка есть, Мгм. да, место для открытия, развития. Нам предлагали один проект, но мы в него не зашли. Это Мгм. Мгм. пиццерия Мгм. здесь, так как вроде Ну да. пицца, да, мы это делали с М. нуля. Но мы, если честно, не зная Мгм. особенности рынка, Да. менталитета, да, есть разница, мы должны это учитывать, культурные Да. особенности, да, мы не знаем этого, ну, не знали на тот момент. И заходить, например, в оффлайн такой бизнес, да, Мгм. вкладываться, это Мгм. привязка к локации, Да. это не зная каких рисков, которые мы можем не учесть, да, то есть даже в своем родном городе можно не учесть что-то, да, Мгм. то есть, Действительно. а тут есть такое.
Спасибо за интересный обзор ресторанной сферы. В лидерском комьюнити, которое, может быть, где-то, да, удавалось поговорить на эту тему, пообсуждать, в том числе с представителями местного сообщества, да, то есть с кыргызстанцами, с кыргызами, какие ниши, на ваш взгляд, или, может быть, на взгляд коллег, являются перспективными в Кыргызстане, как для стартапов, например, так и для консервативной модели бизнеса, но просто они либо не заняты, либо недостаточно разработаны. Есть ли какие-то точки роста еще? Что-нибудь было такое? Мгм. Ну вот я могу привести какой-то пример, да, который мы, допустим, обсуждали с коллегами. Конечно, это IT-сектор, 100%, да, он везде обсуждается, это такая попса, бизнес-попса. Вот. Также, конечно, коворкинги, спейсы, разные места, разные локации, где могут находиться айтишники, это логично, да, все, что является сервисом для айтишника, это тоже как бы питается от IT-сектора в том числе, поэтому это как бы сопутствующая, скажем, ниша, идущая рука об руку с IT. И я отметила сама лично, наверное, развитие академического научного сектора, потому что сфера образования здесь представлена, на мой взгляд, отлично, удачно, да. Что касается научно-исследовательских институтов, наверное, было бы здорово, если бы число именно специализированных инстанций, узких каких-то учреждений увеличилось, ну, на мой субъективный взгляд. Вот такой Мгм. пример привела. Вот, может быть, что-то тоже вы обсуждали. Мгм. Так получилось, что в моем, скажем так, круге общения я являюсь также действующим членом КУРАК. Это женский форум, да, то Да. есть такое сообщество, самое большое, наверное, бизнес-женское сообщество. Мне кажется, Да. мы видели. Да? Да, Возможно, да, да. Может быть, когда был День женского предпринимательства, не были вы да, в ноябре, да? да. Может быть. Вот, ну, мне тоже кажется, ну, понятно, Бишкек тесен, и, конечно, встретиться, особенно с представителем бизнес-сектора, если ты тоже в бизнес-секторе, это довольно хорошая идея, да, не только хорошая случайность, но и идея хорошая. Да. То есть там больше все равно дизайнеров, да, те, Мгм, кто занимается текстильным, мгм, да, мгм, то есть пошивом. Я не сильно вникаю в бизнес-процессы, например, те, кто занимается пошивом, да, то мгм, есть это цеха, которых большое количество на самом деле здесь, но дать качество могут не все. Мы мгм, сами обращались, потому что мы короткий период времени занимались торговлей мгм, на маркетплейсе мгм, и хотели здесь тоже пошить. Мы обратились, нам не смогли пошить образец. мгм. Ну просто, то есть, хотя очередь, Удивительно. очередь огромная, да, Мгм, мгм, то есть у них лежат заказы. мгм, Вот мгм, мы видим, что там какие-то бренды, которые торгуются на маркетплейсе, мгм, но качество дать не могут. мгм, мгм. Не знаю, насколько рынок, его перенасыщенность, да, этими производствами вообще позволяет заходить кому-то новому, но вот как сервис, опять-таки, да, такой пунктик провисает. Что по качеству, разное качество делают, есть очень качественные, хорошие вещи, есть, да, не совсем. Но вот, например, сложно найти, да, и, и они еще больше прячутся, да, то есть Мгм, тяжеловато мгм, их мгм. находить там, чтобы сайт рассчитали, да, то есть это где-то там Да. под Ордой надо ходить, искать, из Да-да-да. рук в руки контакт цены передают, как-то вот Мгм. так, да, ну это тоже как точка роста какая-то. Мгм. Что мне особенно бросилось в глаза и как будто бы, на мой взгляд, может иметь перспективу в развитии, это то, что связано с туризмом в плане качества. Какие-то Да. домики, вот Да. выехать за город, например, и отдохнуть. Вот, ну, мы так привыкли, что Да. так можно Да. сделать, Да-да-да. арендовать на сутки, поехать, чтобы это была какая-то там мангальная зона, отдых. Ну, водоем тут, конечно, посложнее, да, с этим, но чтобы это было что-то вот с небольшой территорией. Да. Здесь это сложно Да. найти. Есть какие-то точечные предложения, они либо в городе, в период смога, например, зимой мы Мгм. хотели выехать, и это было сложно, Мгм. Да. либо мы попали, например, на недобросовестных собственников, которые показывают на Лалафо там фотографии чистого домика. Мы Мгм. приезжаем, а там невозможно оставаться, да, мы Да, вынуждены да. Мы выехать. столкнулись тоже с такой ситуацией. Да, мы сняли за 3 500 в Караколе, жилье. 3 500 в сутки, и это оказалось, действительно что-то такое
ну, скажем так, это сопровождалось там нечистотой, да, то есть вот Да. было так. Действительно, и не потому, что это повсеместно, да, то есть сейчас предвосхищаю комментарии, что, может, люди скажут, что а чего вы наговариваете? Нет, нет, я не говорю, что это все подряд, да, ну, может, тут такое точное предложение попалось, но то, что есть действительно какой-то путь для развития, когда можно делать вот эти коробочные Да. предложения. Пускай это будет, допустим, действительно там чистая санитарная зона, да, хорошее питание, там, мягкая постель и близость к какому-то туристическому объекту и какая-то адекватная цена. Да, мне кажется, что это действительно точка роста. Мгм. Да, конечно, это единичный случай. Мгм. Вот на Да. самом деле Да, это да, да. единичный неприятный случай, когда мы Да. столкнулись вот с Мгм. такой недобросовестностью. Мгм. То есть Мгм. цена была Мгм. объявлена как за обычный объект, допустим, Мгм. там 12 каминов, да, ну сейчас Мгм. не, Мгм. не реклама, да, просто мы там тоже были. Ага, да-да. Одинаковая цена за домик, там 10 тысяч сомов, Мгм. Мгм. но при этом 12 каминов, например, это домик на территории, тут, пожалуйста, все чисто, вот кафе можно сходить, и стоянка, и все на свете. Мгм. И этот домик почему-то по такой же цене, по фотографиям все неплохо, Мгм. но Мгм. приезжаешь, невозможно даже остаться. Это Мгм. мусор, Мгм. то есть вообще не убранные санитарные комнаты и Мгм. прочее. Мгм. Мгм. Поэтому здесь вот это единичный случай, Мгм. но таких предложений хороших, Мгм. их немного. Да. Либо это стоимость уже такая Мгм. приличная, около Мгм. 10 Мгм. плюс, да, не каждый может Да. позволить. Да, то есть этот сегмент, он просто пустует, да, Да, поэтому я очень благодарна в рамках нашего подкаста за освещение этой проблематики, потому что мы ее тоже видим, да, то есть это, ну, такой общий срез, да, и то, что этот сегмент– это точка роста там, где вводятся деньги, 100%, да, то есть кто хочет, ребят, да, ну, правда, правда, потому что спрос огромный. Да, да, все хотят отдыхать, потому что туристическое место шикарное, вот. Проблема организации, она есть, ну, скажем, во всех нишах, потому что нет предела совершенству. Это действительно так. Вот. Спасибо большое. Двигаясь дальше по нашим вопросам, конечно, хотелось бы спросить дальше про профессиональную деятельность. Почему коучинг? мгм. Почему коучинг? Так, сейчас история своими корнями Да, уходит. да. Да, я работала с людьми, получается, всю жизнь, Мгм, да, то есть до ресторанов это все равно было так или иначе, там, менеджером по продажам, агентом по недвижимости, мгм, это все равно с людьми. мгм, Потом был мгм, декрет, потом вот первый САП, да, Subway случился. И работа с людьми, с персоналом, с гостями, с поставщиками, это все люди. мгм, Мы просто в разных ролях с ними находимся, но это люди. мгм, И вся эта работа была на мне. Да, то есть я такой операционный партнер, скажем, была. мгм, мгм, Мы с мужем, да, это семейный бизнес был. И потом дальше пиццерии, и это все множилось, еще у нас был большой магазин, и то есть это все люди, все контакт с людьми. И когда мы уехали из Екатеринбурга, это сначала была Москва, я искала себя на самом деле, что я хочу работать с людьми, но из какой-то другой вот линии взаимодействия, да. мгм, Не мгм, руководитель, и я как будто их к чему-то принуждаю, мгм, мгм, чего-то из них, мгм. от них хочу, да, Да-да. а помогать им как-то, Мгм, да, помогать, работать. Я смотрела в сторону психологии, но для меня, честно признаться, я как человек такой перфекционист мгм, местами, требовательный к себе, но не раньше, чем через лет 5 я могу начать практиковать, брать клиентов, вот когда я точно где-то перед кандидатской, там я вот возьму, да. А у коучинга у него более короткое обучение, которое позволяет для определенных запросов, не для всех, да, начинать работать и уже брать практику. мгм, И, мгм, соответственно, и можно и зарабатывать. Да. Плюс то, что онлайн. Можно работать без привязки. Мы уже начали какие-то передвижения, то есть внутри страны, да, куда-то уезжали уже. Вот. И был выбран коучинг. Я пошла учиться, попробовала, мне понравилось, примерила на себя, начала работать с клиентами, дальше пошла углубляться. А так как запросы все усложняются, и время непростое в целом, да, люди сталкиваются с разными процессами, приходится уже подключать более тяжелую артиллерию, да, и уже углубляться в психологию. Очень интересно, спасибо. Какое у вас направление коучинга? Есть ли какое-то,
скажем, последование, да, потому что часто бывает, что пишут, вот там, допустим, позитивная психология Мартина Селигмана, почему бы нет? Вот, а кто-то расстановки практикует, ну, опять это психотерапевтический, психологический подход, да, ребят, поправьте, если это не психотерапия, но, по-моему, это психотерапия, вот, то есть разный. А есть ли у вас какая-то школа, какое-то направление, или это лайфстайл-коучинг общий? Ну, вообще есть стандарты, по которым нас обучают, да, то Интересно. есть есть Международная ассоциация коучинга, самая большая, это ICF, Мгм. она американская. Мгм. Мгм. И здесь, кстати, есть чаптер А, этой ассоциации, здорово. он открылся чуть больше года назад, да, 1,5 года, после того, как закрылся в России, они приостановили деятельность, здесь Кыргызстану разрешили открыть отдельное представительство, это чаптер. Вот я тоже являюсь, естественно, конечно, сразу же его членом Да. постоянным, да, и активным участником. Это по стандартам ICF, да, получается. А направление я работаю больше с предпринимателями, так как это Да. близкие ко мне люди. Да. Я понимаю, на каком языке они говорят. Это предприниматели, руководители. Так получилось, что среди них было определенное количество врачей. Почему-то так получилось. Вот они как-то стали заходить. То Интересно. есть, да, хотя не было связано с этой деятельностью. Мгм. Это руководители в найме, это собственники бизнеса и те, которые работают сами на себя, такие больше фрилансеры, да, тоже люди с высокой степенью ответственности, потому что как потопаешь, так полопаешь, да, то есть. Мгм. Мгм. 3 крупных города, 3 мегаполиса: Екатеринбург, Москва, Бишкек. Вы успели пожить в каждом из них. Можете поделиться какими-то впечатлениями? Удалось ли их сравнивать? Где-то, ну, может быть, в рамках какого-то утилитарного подхода, да, вот здесь так, а здесь так. И, может быть, в рамках настроения, впечатления, эмоций. Есть ли какое-то осмысление вот этого дела? Мгм. Вот если честно, я не сравнивала вот Ага. так, чтобы вот, я даже хотела наоборот уйти от этого, А. от сравнения, Мгм. когда кто-то говорит, а вот у нас дома вот так, а вот Мгм. там в той-то стране вот Мгм. так вот, да. Мгм. Конечно, автоматически, может быть, эта сверка происходит Мгм. Мгм. там с ценами, с какими-то услугами, да, то есть с организацией быта и прочее. Но я стараюсь как-то разделять, что это просто разные страны, разные города. Мгм. И, конечно, Москва — это такой источник всего, да. Да, да-да. Есть все на Да. любой вкус и цвет, на любой кошелек практически, Мгм. да. То есть Мгм. можно Мгм. устроить свою жизнь. Так получилось, что мы там жили тоже в очень уютном, удобном районе, несмотря на близость к центру. Школа была там в шаговой доступности, метро возле подъезда, все магазины здесь, и даже заправочная станция была рядом с домом. Мгм. Так получилось, что мы вот так уютно устроились. И в Москве нам было комфортно. Мгм. Ну, мы не страдали, да, там пробками, каким-то длительным продолжительностью добираться, допустим, до места работы или учебы, такого не было. Было комфортно, были парки рядом. То есть, вот, шикарный район. Раменки, если вдруг это, Да, да. да, да, Раменки, если вдруг Говорит, говорит. кому-то это будет интересно, да. Мгм. Мгм. Екатеринбург, мы жили за городом, и город больше такой, для меня он, хотя муж всегда говорит, что это такой размазанный у нас город, мне Мгм. кажется, что достаточно плотный, концентрированный. Мгм. И он чем-то похож на Бишкек, Мгм. Мгм. чем-то похож вот по своей организации. И даже кто-то мне здесь говорил, что, живя в Бишкеке, что с Екатеринбургом есть какая-то схожесть Мгм. определенная. Интересно. Да, для меня Бишкек, я его сейчас когда формулировала, какой-то такой добрый хаос Мгм. присутствует, Мгм. да. Вот сначала хаос на дорогах, но для меня это как бы, ну, хаос, да, потому что есть определенные какие-то нарушения, где-то на языке жестов, сейчас я уже это понимаю, и Да-да. здесь вожу тоже автомобиль и могу как-то сориентироваться, да, но в целом как будто бы это не угрожает, да, там, жизни, там, здоровью, безопасности и прочее. То есть, да, есть хаос, надо к нему просто привыкнуть, да, то есть люди в целом, они контактные, да, надо просто понять правила игры, что происходит, и уже можно в этом хаосе как-то
слиться, и Мгм. не такой уж он и хаос получается, да. Да, это управляемый хаос. Да, очень Да-да. интересно. Это действительно очень ценная мысль. Спасибо за нее. В одном из подкастов мы тоже говорили только о времени, да, о времени и о бизнес-этике на Востоке, здесь, и пришли к выводу, что действительно то, что мы воспринимаем как хаотические бизнес-процессы, на самом деле имеет логику, просто она другая. И когда ты приезжаешь из Москвы или из другого крупного довольно города России, тебе кажется, что это хаотично. На самом деле нет, просто здесь развита устная культура. То есть понятно, что тоже люди пользуются мессенджерами, но устная договоренность все равно она ну, больше ценится, чем в Европе, скажем. Да? Ребят, субъективно, да, может быть, отпишите в комментариях, думаете ли вы так или нет, согласны ли вы со мной или нет. На наш субъективный взгляд в одном из подкастов, да. Потом время, да, здесь есть, ну, такие немножко плавные границы времени, и это нормально, просто мы чуть привыкли к такому дисциплине, вот как вы сказали, да, что прежде чем стать психологом, мне нужна дисциплина, подготовка, и мы действительно какие-то, ну, не россияне, но представители русской культуры действительно такие вот немножко спортивные какие-то в этом плане, да, то есть у нас какая-то подготовка, дисциплина, немножко муштра такая даже есть. Вот. Здесь люди более естественные, как-то вот, на мой взгляд, и они просто живут свою лучшую жизнь, да, то есть что-то такое. Поэтому спасибо за эту обратную связь. В связи с вашим ответом возник следующий вопрос про идентичность предпринимателя в эмиграции. Вообще вот этот образ предпринимателя эмиграции. А еще в нашем случае у нас прекрасное сегодня интервью в рамках, можно сказать, и женского предпринимательства. Да, это отдельная приятная категория для обсуждения осмысления. Вот женщина-предпринимательница в эмиграции. На ваш взгляд, с какими приятными моментами вам удалось столкнуться, с какими, может быть, трудностями, как внутренними, так и внешними? Мгм. Вопрос довольно обширный, но нашей аудитории это будет очень интересно, потому что многие эмигрирующие или просто приезжающие на длительный срок действительно большие энтузиасты, большие молодцы. Очень часто это сопровождается открытием новых стартапов, поиском новых идей, но при этом и амбивалентным, двойственным внутренним состоянием. Мгм. Здесь очень хорошо тема контактности местного населения, Мгм. она очень ярко проявляется. Мгм. Если есть запрос на то, чтобы с кем-то проконсультироваться, познакомиться, какой-то такой контакт заполучить в нужной для вас сфере, то это можно сделать. Люди очень контактные. Я не знаю, может быть, мне такие попадаются, может быть, я настроена на то, что мне нравятся люди, да, я с ними работаю, могу найти подход, может быть так. Но, например, вот сообщество, взять Курак, да, пожалуйста, стать членом этого сообщества можно, можно, да, то есть заполнив определенные документы, получив рекомендацию, можно стать. Можно участвовать в различных проектах, можно взаимодействовать с теми предпринимателями, которые там есть, да, то есть получать и опыт, и какие-то, может быть, консультации, да, то есть в рамках того, что находитесь в общем таком поле. И это без проблем. Люди делятся информацией. Ну, не так, что уж, конечно, там, да, до всех цифр там все покажут, но какую-то первичную информацию можно получить. Можно познакомиться с той сферой, которая интересна. Очень активно заходят в коллаборации. Очень активно. То есть это рассматривают именно как продвижение, то есть реально как инструмент. И люди на это реагируют с удовольствием. И неважно, что я, например, из России, а не имею гражданство или там национальный признак, да, из Кыргызстана. То есть нормально к этому относятся. Где-то местами даже с каким-то там уважением. Вот приехали из России, да, там, поделитесь с нами Я какими-то тоже заметила. наработками, да, Мгм. поделитесь информацией, как у вас, да, то есть активно перенимают этот опыт приезжих, да, из других стран. Мгм. Вот, поэтому здесь для предпринимателей, для тех, кто готов вот к какому-то взаимодействию, есть те, кто немножечко закрываются, да, и не хотят взаимодействовать, что у них там, не знаю, заберут идею, там, подведут, там, есть такие ситуации, когда действительно кто-то нечестный на руку, но это есть в каждой Ну стране. да, В да, да, любом да. случае, это не по национальности, это просто люди такие, они есть везде, без исключения.
И если хочется что-то развивать здесь, то это можно сделать через нужных каких-то контактов, взаимодействия. Для тех, кто готов участвовать в каких-то проектах для пиара, например, очень много есть различных менторских программ, пока они еще работают, да, то есть есть сейчас разные изменения, да, в связи с разными ситуациями в мире, да, но пока эти программы есть, люди также в рамках менторских программ делятся опытом в разных сферах. Кто-то открывает там магазин, и им нужна консультация, и можно здесь поделиться опытом, можно также быть ментором в этой программе, либо просто там на какой-нибудь такой кросс-менторинговой сессии поучаствовать и тоже поделиться, и просто для себя это сделать. Да? Есть такое. Спасибо. Действительно, про среду это очень важное наблюдение, и спасибо, что вы так комплексно осветили этот вопрос. Что касается челленджей, каких-то внутренних, да, внутреннего состояния, когда меняется культурный субстрат, то есть мы живем, да, потом почва уходит из-под ног, мы перемещаемся на другое место, и мало того, что сектор предпринимательства, он и так довольно подвижный, мы все время в движении, да, то есть вытаскивать бизнес, когда он падает, снова ставить его на место. Это рутина предпринимательская. Это первый момент. Второй момент. Женщины все-таки сегодня у нас по некоторым классификациям, например, по мнению ООН, да, относятся, ну, бывает так, что к уязвимым сообществам. Это тоже такой момент очень интересно. Мало того, что ты рискуешь, занимаясь предпринимательством, ты еще и по гендерному принципу, да, являешься женщиной, а тут еще и в эмиграции. То есть это такое комбо. Как, на ваш взгляд, может здесь отрабатывать психологическое состояние, психика? Может быть, какой-то пример из личного опыта имеется? Было бы очень интересно это послушать и осмыслить. Наверное, для любого человека, кем бы он ни являлся, предпринимателем или просто студент, не работающий, неважно, да, человек, который меняет среду, это стресс. Точно. Это очень большой стресс. Как бы мы ни улыбались широко и не говорили, как нам вкусно и хорошо, это стресс. Для того, чтобы в стрессе можно было справиться проще, нужно оставлять какие-то стабильные для психики вещи. Да. Если это вы занимаетесь спортом, значит, продолжите. Найдите спортзал, площадку, партнеров по, не знаю, теннис, баскетбол, что чем вы хотите, йога, это все есть, это все доступно. Можно прийти и заниматься в студии и общаться с кем-то, да, еще. Это что касается, например, тела, отработки тела, да, все-таки кортизол. Что касается каких-то таких вещей про больше психологический момент, вы знаете, меня очень к этому хорошо подготовила Турция, когда мы были там, ну, в такой изоляции, скажем так. Да? То есть там русскоговорящего сообщества гораздо меньше, но здесь в целом, да, жители местные говорят на русском языке, там этого было гораздо меньше. И очень много работы над собой приходилось проделывать. Это работа с психологом, это какая-то постоянная рефлексия, да, что-то там, самоанализ и, естественно, спорт. Он был всегда. И переехав сюда и встретив большое количество уже русскоговорящих людей, там от местных до приезжих, естественно, я уже прям так выдохнула и пошла к ним, конечно, общаться, взаимодействовать, находить клубы по интересам и взаимодействовать. Там всегда найдется кто-то, с кем вы можете хотя бы там чай, кофе, да, раз в неделю встречаться, общаться для того, чтобы не поехать кукухой, да? Потому что стресс, он, конечно, есть. Конечно, есть от переезда. Поэтому здесь я не могу сказать, что у меня был какой-то очень-очень серьезный вызов для меня, но в целом, наверное, для меня было серьезным это принять решение остаться. Потому что базово это было временно. Потому что мы говорим, мы временно. Да, вот. Так получилось, что сын заикарился, да, как я уже сказала, да, через баскетбол, да, то есть муж как-то адаптировался, да, тоже в своих процессах. И вот эта вот точка принятия, что мы здесь надолго, на какое-то время, да, по крайней мере, сын учится, он играет, то есть мы здесь, у нас каждого свои занятия, какой-то вообще уже жизни как-то контекст выстроен, да, ее, то вот это, наверное, было самым сложным.
Потому что вот эта неопределенность немножко, да, вот у всех Да, присутствует. да, Насколько я здесь, да. как, а что, Куда? да. Да. Куда двигаться? Где эти якоря, да? Где эти точки, опоры? Про внутреннюю опору спасибо огромное. Я тоже считаю, что, самое главное- это сохранять рутину. Вот есть какая-то рутина, да, ее и делай. Все таки действительно, когда наша картина мира претерпевает изменения, и в сознании образуется такая темнота, да, такие какие-то либо белые пятна, либо наоборот темные пятна, мы не можем разобрать, значит, реальность, мы не можем ее как-то категоризовать и классифицировать просто из-за стресса. Да, вот многие тоже говорят, что вот у нас сейчас, ребят, посмотрите подкаст, если хотите, с антропологом, у нас вот сейчас предыдущий гость был антрополог Иван Фукал, и он как раз сказал, что с одной стороны, это воспринимается как туристическая поездка. То есть, ну да, ты поехал, сейчас у нас такой век развитый, да, технологии, пожалуйста, транспорт, ты уехал как турист и живешь, и кажется, что ты просто погостить приехал. С другой стороны, осознание того, что вот эта опора, вот этот остров, куда ты обычно приземляешься, да, на условном самолете туристическом назад, он как бы перестает быть. И возникает вопрос, а что на месте этого острова? И все реагируют по-разному, да. Действительно, спасибо огромное за это освещение. Если есть какие-то дополнения, мы очень рады будем слышать. И у меня, наверное, есть еще тоже парочка вопросов по этому поводу и по многим другим. Представление Кыргызстана, русской культуры в контексте Кыргызстана на мировом уровне как-то, на ваш взгляд, сказывается, я сейчас переформулирую свой вопрос, как-то, на ваш взгляд, сказывается на том, вот как именно нужно адаптироваться. Что я имею в виду, да? Мы приезжаем сюда, конечно, мы думаем, учить ли нам кыргызский язык. Кто-то выбирает учить, кто-то говорит, да нет, зачем, Бишкек говорит по-русски, и, в общем, многие кыргызстанцы тоже говорят, а мы, ну, только сейчас стали учить кыргызский язык, мы не знали до этого, потому что было целое поколение, да, которое, ну, кто-то знал, кто-то не знал, все по-разному. Потом мы начинаем задумываться, а продолжать ли учить английский, вообще выходить ли на англоязычный рынок или на европейский рынок, потому что здесь ты уже за границей, но привычные ориентиры не у всех, но у многих россиян все равно на другую тоже за границу, да, они как бы наслаиваются, и получается опять комбо. Вот как-то задумывались ли вы о получении, допустим, визы в другую страну? Может быть, вы уже успели куда-то съездить в отпуск, например. Может быть, вы работаете на англоязычном рынке, я не знаю, поскольку вы представитель американской ассоциации, наверняка, может, да, у вас хороший английский. Поэтому как происходит вот эта адаптация в трехязычной, трехкультурной среде, а может быть и даже больше измерений? Кыргызский для меня сложный язык, Мгм. да, то есть я его не знаю, какие-то похожие пересечения, там, да, говорят, похож на татарский, Мгм. турецкий, да, кто там знает, азербайджанский. У меня нет знания этих языков, поэтому для меня кыргызский такой темный лес. Я учусь сейчас в местном университете, да, Интересно. да, но программа на русском языке и есть кыргызский язык. Но На психолога? да, это психологически. Я сначала пошла на управление, но Ага, там есть нюанс. ага. Все-таки перешла, да, сейчас Здорово. тенденции. Психология классно. То, что базово, нужно психологическое, такое Мгм. базовое сейчас образование, да, по российским стандартам. Мгм. И кыргызский язык его тоже дают, но для меня его сложно Мгм. воспринимать в том формате, в котором дают. Если и учить, то это однозначно какое-то репетиторство, да, то есть брать себе курсы дополнительные. И я сомневаюсь, что в рамках, например, сейчас я взрослый человек, в рамках университетской программы я могу изучить язык. Конечно, нет. Да? Мгм. Но цели такой на сегодняшний день нет. Если это будет обязательно, например, для ведения работы здесь или там для легализации, то, скорее всего, нужно будет, да, какой-то, может быть, уровень, ну, там, А1, А2, да, Мгм. Мгм. его знать. Ну, А2 это я, конечно, тоже зачеркнула, А1, да. А что касается английского языка, вот тоже как один из бонусов, здесь очень много людей, местных жителей, кто хорошо владеет английским языком. Для меня это был восторг.
И не потому, что я хорошо говорю, я не хорошо говорю на английском языке, такой у меня очень слабый уровень, но здесь очень много говорит, это вызывало у меня восторг, Мгм. уважение, что Правда. люди говорят на русском, на Мгм. кыргызском, Да. как правило, эти же люди говорят на кыргызском языке и на английском, Да. кто-то еще немецкий Мгм. и еще другие языки. Да, это тоже меня удивило и восхитило. Да, Мгм. это прекрасно. Есть много клубов, где можно общаться, да, где можно говорить на английском разного уровня. И есть как услуги репетитора, так и курсов, они доступны, доступнее, чем в России, и можно учить язык. Это тоже как бонус нахождения здесь в стране, то есть для изучения английского языка. И есть среда, можно общаться. Есть иностранцы, с кем можно общаться в различных каких-то сообществах. И есть курсы Мгм. более доступные, чем в России. Я не думаю, что уровень хуже изучения языка. Мне кажется, он на хорошем уровне достаточно. Да, мне кажется, что изучение английского здесь представлено даже лучше. Может быть, в силу того, что у нас был подход немножко такой одомашнивающий, это видно даже в книгах, да. Понятно, что скажем, ну, какое-то такое, ну, давайте так, очень общо, да, в советское время, понятное дело, что и здесь тоже сюда аппарат тоже доходил советский, но, ну, по понятным причинам, но все равно как-то, может быть, у нас как-то больше вот было централизации, да, то есть у нас был прямо упор на то, чтобы все одомашнивать. Я помню эти советские учебники английского, мы тоже как-то занимались их изучением, и мы понимали, что, в общем, английский, если кто-то и понимает вообще, как он устроен, да, то это, ну, не единицы, но, скажем, тысячи человек, да, на всю страну. То есть это не так много на самом деле. А здесь, может быть, после того, что в 90-е сюда, в общем, и Американский университет Центральной Азии пришел, да, и вообще как-то, может быть, из-за того, что территория такая компактная, да, и люди друг друга знают, и представительство может распространиться быстрее и эффективнее, да, то есть здесь компактность я имею в виду в позитивной коннотации, да, в позитивном ключе. Вот, может быть, просто сигнал доходил лучше, доходил Мгм. быстрее, может быть, преподаватели более квалифицированные, иностранцы, может быть, лучше приезжали как-то охотнее или их приглашали на каких-то удобных условиях, да. Ну, в общем, идея в том, что здесь действительно школа преподавания английского, она, видимо, лучше. Потому что тоже, когда смотришь на бизнес английский, здесь ты понимаешь, что люди полностью социализованы под ведение Да, бизнеса на английском языке. Мгм. очень хорошее знание английского. Не у всех, конечно, да, Мгм. но тех людей, с кем я общаюсь, достаточно. Мне бы тоже хотелось все-таки углубляться в первую очередь в английский язык, да, то есть если сейчас вот, ну, в трехязычном, да, Мгм. говорить, конечно, клиенты в основном это все-таки россияне, да, то Мгм. есть с территории России, Мгм. либо русскоговорящие, ну, это, скажем, Мгм. на втором по количеству, да, Мгм. русскоговорящие, разбросанные по всему миру, да, вот. Но английский язык это все-таки более широкого применения язык, да, то есть он требует внимания к себе. Спасибо большое. Такие замечательные, интересные адаптационные практики мы сегодня рассмотрели с Екатериной, дали их обзор. То есть у нас даже интервью получилось такое практикоориентированное, и это очень ценно и полезно. Спасибо вам огромное за прекрасную обратную связь. С нами в гостях Екатерина, Спасибо, Алена. коуч и предпринимательница, которая адаптируется здесь, на территории Кыргызстана, и я, Алена Маслова, ведущая нашей передачи, нашего подкаста, программы «Устная история», которая посвящена практикам адаптации здесь, на территории Кыргызстана. А адаптируются у нас представители русского языка и русской культуры. Смотрите другие выпуски, друзья, ставьте лайки, комментируйте и задавайте интересующие вас вопросы. До новых встреч, друзья!